Ай! Ну, как говорится, давай. Когда вышел ролик? 13 числа вышел ролик. Сука, почему я не посмотрел моего Артемку? Почему, блядь? Почему так? Почему? Уже все посмотрели, а я нет. Вот скажи мне, Сережа, почему? А? Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Знаешь? Не знаешь? Значит так, это какая часть? Вторая, восьмая, какая? Я не бачу. Какая? А? Какая? Вторая, да, получается? Артемка, здравствуйте! И девушки ваши прекрасные, здравствуйте! И всем подписчикам канала Артем Вульф, здравствуйте! И всем тем, кто на ютубе меня будет смотреть, здравствуйте! Картошечка пошла хорошо. Здравствуйте всем, мои хорошие, с вами, как всегда, я, Лех, канал Hardplay. И что? Контент. Ох, чую контент. Знаешь, какой будет? В воскресенье запущу прямой эфир. В воскресенье запущу прямой эфир прямо на канале Hardplay. Прям начнется там, знаешь, просто попрет, просто пойдет. Очень жестко будет валево, просто лютое. Еще, кстати, куча видеороликов сейчас с ливанской кухни. Сегодня 4 ролика отсмотрели. Скоро ролик с заброшкой. Кто с микро? Меня! Все хорошо. Значит, задержали и дали заднюю. Заставили ментов служить. Побег от заявителя. Слушайте, ну я не думаю, что этот майор бы дал заднюю. Ну давай посмотрим, давайте. Вот везите в отдел, сейчас заявление возьмут, разберем. Мы тоже на месте будем подавать заявление. В смысле, в отдел. Кстати, ссылочку на Артем Вульф оставлю внизу в описании. И привет от меня ему пламенный. Во. Вы разбираться не будете в ситуации, в отдел отвезите. Разберемся, не Ну вот переживайте. разбирайтесь на месте. Везите в отдел. Стоит умничать. Да, буду умничать. Можете представиться? Представлюсь в отделе. Представьтесь. Вам гражданин обращается. Представиться можете? В отдел заберите его. Представиться можете, еще раз вас спрошу. В отдел. Удостоверение предъявите. Сотрудник полиции. Удостоверение предъявите. Куда убегаете? Предъявлю. Полицейский, куда убегаешь? Он что, долго будет за мной ходить? Удостоверение предъявите. Гуреев Андрей Викторович, до 25-го года, майор полиции. Все? Андрей Викторович, разбираться в ситуации будет? Пойдем, Не надо мне руками трогать. Пойдемте. Физическую силу мне не надо применять. Пойдем. Никто не принят. Физическую силу ко мне не надо применять. Вы идете, нет? Силу физическую зачем вы применяете ко мне? И второй залез. Пам-парам-парам, парарарарам. Камеру дай. Ну-ка, дай-ка камеру. Так, Я сейчас задержан или что? Довезете? Удостоверение предъявите тоже. я довезу. С кем я общаюсь? Вы со мной еще не общаетесь. Общаюсь с вами, я к вам обращаюсь. Удостоверение предъявите. По требованию гражданина. Кто такой? Паспорт Артем, есть? естественно, есть. Давайте. Удостоверение сначала. Все, ой. Что-то пошло не по плану. Предъявите. Кому будут паспорт предъявлять? Вы паспорт свой предъявите. Он мне писюн показывал. Да не показывал. Да нет, ну давай не показывал. Удостоверение предъявите, еще раз говорю. Артем, гражданин. Ну хорошо. Ну, предъявите удостоверение. Шо? Как за руки хватать? Все? А ну-ка, быстро! Видишь, какой? Быдло, а? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Нельзя так делать. Удостоверение-то предъявите. Или что, Пожалуйста. беспредел в Люберцах? Ну, предъявите, я к вам обращаюсь. Куртка вся засаленная. О, бля. Кажется, здесь мусора. Удостоверение предъяви. Опасно. Очень опасно, блядь. Куда ты убегаешь-то? Да предъяви удостоверение. Тогда. Или что-то боишься, что ли? Камеру убери. На камеру. Удостоверение предъяви, что-то ко мне. На ты еще обращается? Нет, по ходу дела она была права. О боже, весь сгорбленный, сутулый. Документы не показывает. Господи Иисусе, откуда же вы там опять повылезали-то? Ну, ты На обращаешься. камеру я не буду показывать удостоверение. Мне. Я не буду. Не будешь, это ты дома кашу есть. А когда вышел служить, форму одел с этой сказкой, папахой, то надо что-то делать, наверное, согласно закону. А не хочу, не хочу. Я предъяви удостоверение буду. лично. Камеру убери. Я не буду ничего убирать. О Фиксируешь? боже, бля. Стратиенко Владислав Сергеевич, до 25-го года, полицейский водитель, сержант полиции. Зачем, Владислав Сергеевич, руками трогаете? Вот, сразу на «вы». Вот так вот сразу, потому что надо по первому требованию это...
Документы. Ну что, сложно достать, что ли? Показать, что ты действительно сотрудник полиции. Ну, прекратите, ребят, ну кто служит? Ну что ж такое, а? Старший. Людей. Ну не заподложен, наоборот гордиться. Задерживал. Старший меня не задерживал. Документов нет, материалов нет. Старший вас задерживал. Где он меня Старший вас задерживал. Ой, что? задерживал? Ну, он сейчас выйдет и задержит вас. А, выйдет и задержит? Ну то я пошел. До свидания. Слушайте, это так забавно, когда они его вроде рыпнулись, короче, задерживать. Я так понял, Росгвардия говорит, не, ни хера, пока заявления нет, никуда не повезем. Ну, сейчас, говорит, выйдем. А, они типа, я задержан? Нет, ну все, давай. Пошли. Ну что, сейчас в отдел все дружно поедем? Да и как товарищ майор сейчас заявление примет в отношении на вас составлено? Ну, по порче имущества вы не имеете права задерживать. А вы мне так не говорите. Нет, ну смотрите, Заявление принимает майор. ну вы же меня задерживать-то будете доставлять, а не майор. Ну, почему так думаете? Потому что он вам сказал это сделать. Вы только не нервничаете. Да я не нервничаю, я ключ от машины смотрю где. У меня. Я тебе отдал его, все? Ну, Правильно отлично. припаркован? По правилам. Да. До чего, говорит, техника дошла. С четким соблюдением ПДД. На парковке, бесплатный. Если бы я нервничал, давно бы уже ушел. Ну, вы себя сдерживаете на грани уже, мне кажется, нет? Нет, это было бы логично с моей стороны уйти сейчас. И потом приехать просто в отдел. Как вам угодно. Вас же никто не имеет права ограничить в ваших правах. И вот у меня борется логика и желание еще пообщаться с майором здесь. Что-то новое хотите узнать? Может, он меня образумит. Ну, пойдем к майору, узнаем. Давайте здесь его дождемся. Что ходить? Да слишком долго, там еще взятки. Просто игнор вообще. Давайте, говорит, здесь его дождемся. Вообще просто. Просто буква Ю. Вообще просто вот. Быть брать. Надо контролировать. А зачем вы сюда зашли? А почему нельзя? Это служебное помещение вообще. Сюда нельзя заходить. А ты что, сотрудник магазина? Ау. В смысле, тут дверь открыта, товар лежит. Что вы хотели? У нас служебное помещение. Узнать. Что узнать? Ну что, мне ждать, не ждать? Ждать? А почему? Ждите. А чего ждать-то? Влад, ты уведи. Я лайк не поставил. А ты поставил, толстенький? Поставь, пожалуйста. Ну ладно, не обижайся. Кость просто широкая. Ну по факту, по факту. Я тоже как бы на массе, но я сейчас занимаюсь. Кстати, hard.inst, там все тренировки, просто посмотри, просто машина, посмотри, раздуло, просто жестко. Пицца уже сколько там? 54, сколько сантиметров, сколько там? Ой, жестко, скоро вот так вот выйду, просто вот так вот, просто. И домой пойду. Не отвлекайте нас. Я вас отвлекаю как-то? Да, отвлекайте. Как? Вот этим своим поведением. Каким своим поведением? Что здесь стоит? Вы без разбора. Я помню, где-то была казнь такая в старинные года, когда, знаешь, типа капельки. Она вот так кап, кап, кап. Самая страшная была, кстати. Самая, по-моему, долгая и одна из самых страшных. Она кап, кап, кап просто круглые сутки. Разбора уже хотите гражданин в отдел доставить, не разобравшись в Вас ситуации. доставили куда-то? Ну вы хотите это сделать, тем не менее. Сейчас доставлю. Видите? А я знаю, что ты дрочишь. Дверь мне запили. Хотите доставить все-таки. Хотим доставить. Вот. А разобраться в ситуации не хотите? Сейчас будем разбираться. Так разберитесь. Так ты же доставить хотел. Закрывай дверь. Что это противоправные действия все у вас какие-то? Желание совершить. Там объяснение дают, мне кажется, не заявление. А по какому факту? Порча имущества? 7.17? А по... Извините, я просто угораю. Я не могу, как детский сад какой-то вообще просто. По этой статье разве можно задерживать и заставлять Он ни одной статьи не знает. Ты что, не видишь? Ты что его спрашиваешь? граждан? Спросите у сотрудника. Так я у вас спрашиваю сотрудника. Который пишет заявление. Причем, который пишет заявление, я у вас спрашиваю, сотрудника полиции. Можно по Ну ты ж только что за руку дергал. Ну шо, ну все, не дергается уже. Ну что статье ж. нельзя доставлять в отдел? Я еще раз повторяю, есть несколько всего статей, вот основных, вот которые, ну, надо знать, ну сколько их там, 5, ну, 10 этих статей. Ну сколько, сколько работая с одним и тем же, ну, сколько можно толдычить, а? А потому что везде, знаете, что происходит? Все, поехали. Ну, ладно, поехали. По 7.17. Зачем? Меня спрашиваете. Чтобы Я узнать, заявление можно или нельзя? принимаю? Скажите мне. Нет. Нет? Вот я Но вы, тем не знаю, менее, какое там заявление принимается. Тем не менее, вы понимаете? меня ручками Я сейчас трогали, вам пытались скажу. проводить машину и так далее. Я же вам сказал. Под руки меня брали, Я вы? же вам сказал свои действия. Ну, вы меня Вас под руки задерживал брали, старший. так обоснуйте Вас свои задерживал- действия. Вас задерживал старший. Вы при этом применяли ко мне
Это не я. Так обоснуйте свои действия. Какую силу я к вам применял? Под руки меня брали, вели в машину. Не вы были, хотите сказать? Это не сила. А, это нормально, да? Я представляю, на улице подойти, под руки взять. Это я просто как бы, подкатываю к вам. Да, у вас так? Со всеми так делаете, да? Наверное. Наверное? Не стыдно? Блогер, еп. Нет. Что от меня хотите? Гражданин. Хочу узнать, можно задерживать людей по Документ порче? ваш покажите сначала. На основании. С Артемом. Вам этого достаточно пока? Мне пока ничего не достаточно. Артем, Да. говорю, идите вот к старшему, подойдите. Он вам все объяснит. К майору? Да, майор. А, ну пойдемте к майору тогда. То и не надо уходить, то к майору отправляют. Ну пойдем к майору обратно. Майор, нас отправили к вам. Можно задерживать Зачем? по 7.17 или нельзя? Ау. Граждан. Ау! Кому? Чао! Ой, боже, блядь. Что вообще происходит? Какие? Меня, например. Сейчас разберемся. Может, кого может задержать, кого нет. Артем, а булки поломали вы с напарником? Я не отрицаю этого. Расскажи, зачем? Расскажи. Рассказать вам, зачем я их поломал? Расскажи. Я, говорит, конечно, не подстрекатель, но ты расскажи. Ай, молодец. Бля. Я, говорит, конечно, не подстрекатель, но говна на вентилятор накину с превеликим удовольствием. Давайте потом расскажете, а? Давайте! Ой, боже. Извините, Я вам, может, не могу. рассказать. Потом. С человеком закончим, потом с вами. Молодой человек. Правда, вот Всё первый раз расскажешь. сели, 5 минут. Так скажите, можно задерживать или нет по Я 7.17? говорю еще раз, надо рассматривать конкретную ситуацию. Ну вы же уже хотели меня доставить, сказали, доставьте его. Куда доставить? В отдел. Хотели доставить? Кого доставить? В какой отдел? Сотрудникам Росгвардии сказали, доставьте. Хотели доставить, значит. Простой А, так доставите все-таки. Ну скажите, можете или нет задерживать на основании 7.17 порчи имущества? Кого? Граждан. Вот она! Добро. Приготовили уже. Вот, пожалуйста. Вот, уже тут пакетик собирается. Я говорю, не отвлекайте пока. С человеком закончим, потом с вами. Задержим, не задержим. Ну я сейчас задержан или нет? Или я могу идти? Что на вас напишут, то и будем дальше смотреть. Сейчас я задержан или нет? Простой вопрос закрытый. Да, либо нет? Вы претензии к кому имеете? К магазину, конечно. Заявление будете писать? Естественно. Ну вот, подождите, будем писать заявление с вами. Потом. Сейчас я задержан или нет? Нет, пока. Закрытый вопрос. Не задержан. Но вы меня доставите в отдел. Для чего? Вы так хотели, я не знаю. Что происходит? Кого? Не было такого. Ложь и провокация. Знаю для чего. Ну что, объяснить можешь вам, что с булками-то не так? Закройте дверь, сейчас я закончу. Лена, Дверь закройте пока. объяснить может вам, что с Дверь булками не так? закройте пока. Не хотите? Дверь закройте пока. Ну ладно, пойдем, не хочешь. Вот, тут Джеки Чан какой-то, смотри. Кия! Вот, пожалуйста, смотри, тут кто-то уже кулаком в дверь просто. Я, говорит, Джеки Чан круче всех Брюс Ли. Вот, пожалуйста. Машин. Так и будет свой баллончик тухленький подавать. Вот так вот. Надо разбираться в конкретном случае. То уже прям доставить меня хотел. Но росгвардейцы молодцы, не полезли в бутылку. Как думаете, если человек более 3 раз за час переобувается, это полицейский или мусор? Ну и пока мы ждем майора, смотрите, какие помидорки прекрасные. Все уже жухлые. Ну и просроченные по сроку годности. Сегодня 2 октября. Вот так. Сначала хотят доставить в отдел, задержать, а потом полчаса ходишь их ждешь. Пока... Я напоминаю, это майор, если что. Человек, который отслужил явно не 1, не 2 года. Там заявления свои напишут. Собственно, поэтому мы сразу и уточняем, ждать нам их или ехать сразу в отдел. Майор просто убежит. Как там от нас убежал, так и тут убежит. А может, вообще меня незаконно задержат и доставят в отдел. Все может быть. Это Люберцы, детка. Вот, друзья, вроде даже при них сказал, что вот детское питание приобрели просроченное. И они даже не удосужились посмотреть, что тут еще просроченная баночка стоит. Ну что, будете писать? Да, естественно, заявление. Пойдем. На месте подам. Совершение преступления возможного. Пойдем. Майор, На месте, говорит, подам. заявление хочешь подать? Пойдем к машину подойдем. На месте подам. Зачем? Здесь место совершения. Устное заявление. Писать будете?
Устное заявление хочу подать. Устное заявление, говорит, можно подать? Писать будете? Подавайте. В соответствии с 41 статьей ПК. Протокол принятия устного заявления у вас есть? Есть. Примите. Документ ваш. В надежном месте хранятся. С собой есть документ? Естественно. Достать. На основании. Заявление будете писать? Да? Я вам продиктую свои данные. Или надо документы предоставить? Сюда я должен писать. Да я вам продиктую, я же говорю. Так чьи документы будете диктовать? Свои данные. Блядь, соседа. Что ж такое, а? Что происходит? Я вам продиктую. Документ покажите сначала. Основание есть? Да. Какое? Назовите основание, я вам предоставлю. Заявление принимаю. Такого основания нет. Заявление Я не знаю, принимаю. это вы Пена не надо. представитесь, не вы представитесь. Все может быть. Доверие гражданам. Как сила полиции в доверии, так и доверять гражданам. надо. Будет доверие тогда. Основание Вы пишете. для проверки. И что? Такое есть основание в законе о полиции. Вы пишете заявление. Статью 13 откройте закон о полиции. Документ, удостоверяющий личность. Так я вам продиктую, я же говорю. Только продиктовать надо, я должен посмотреть. Не должны. Почему? Ну, потому что в 141 статье Потому что. ПК это не сказано, что вы должны удостовериться. Я не обязан предъявлять вам А что там документ. сказано? Вы не знаете? Ну, давайте я удостоверюсь. Удостоверяйте, как хотите. Ну, предъявите. Не обязан предъявлять. Почему я должен удостоверяться? Ну, потому что не обязан гражданинам предъявлять документы. 02.10.2021 в 20:16 я приобрел просроченный товар. Сотрудник Росгвардии, удостоверение-то предъявите? Я вам еще раз говорю, на видеокамеру. Я стою, видите где? Где видеокамера? Мне предъявите, пожалуйста, удостоверение. С кем сейчас будете разговаривать? Обиделся. Сейчас я Ехать надо. с сотрудником Не Росгвардии у нас. предъявит он мне удостоверение, и вам подам Когда заявление. предъявите, позвоните, я приеду. Все, конец. Сотрудник полиции, заявление к вам есть. Полицейский, майор! Ну не убегай! Что ты убегаешь-то, майор? Я что там, ждать должен стоять? Да. Тебе гражданин подает заявление, что ты убегаешь? Он не подает, он отвлекся на другой. Я подаю, потому что сотрудник Росгвардии отказался предъявить удостоверение. Я-то при чем здесь? Ну подожди, или Росгвардия не должна выполнять Я не знаю, закон. что она должна не дать. Не показывай. Я А, ты не понимаю знаешь? заявление, мне дальше надо ехать. Вот тебе заявление хочу подать. Ты убегать будешь? Не ты, а вы. Заявление прими у гражданина. Не ты, а вы. Заявление прими у Зачем гражданина. так разговаривать? Да ты до этого меня заставить вообще хотел задержать. Зачем? Куда? В отдел полиции. Коту под муда. Куда? Туда. Куда? До этого, когда пришел. Да просто так надо говорить. Переобуваешься. Ну что так разговариваете? А зачем ты убегаешь? Не знаю зачем. А зачем ты убегаешь? Не знаешь, зачем ты убегаешь? Я тебе заявление хочу подать. Примешь заявление? Вот я сейчас говорю Ты вы не хотите. на камеру. Хочу подать заявление о возможном преступлении. Я же принимал, и не хотите. Вот, я хочу сейчас подать. Отвлекаетесь. Да мало ли на что он отвлекся, мало ли ему покакать захотелось. Что вы, убежите сразу? Ну а что мне делать? Подождать. Туда ждать? Мало ли что у человека случилось, конечно. Вы же полиция или кто? Я говорю, позвоните, как освободить. Ну вот освободился человек, вам в лицо говорит, я освободился. Освободить. Или что, цирк будем устраивать? Будем. Пойдемте писать заявление. Какое заявление? Что происходит? Вы мне можете нет сказать? Как вообще этот человек звание майора получил? Вы мне просто можете нет объяснить? Что и... Который я хочу подать, который вы начали применять, убегаете. Вы пишете или не пишете? Я вам подаю заявление, конечно. Что вы цирк начинаете устраивать, майор? А вы? Сначала задержать хотите, может потом быть, не ты? хотите. Кого? Меня Кау! Кау? хотели доставить, задержать, Росгвардии приказы незаконно отдавали. Пойдемте в магазин, там светло и там товар. Там само место преступления. Там место преступления, конечно, описывать надо. Я понял. Ну, пойдемте на место. Зачем цирк-то устраивать? Стойте дальше. Пойдемте в магазин. Исполняет. Это вообще шедевр просто. Он около своего места хочет постоять. Там место преступления. Я вам хочу указать на конкретное место. Пойдемте, я вам укажу. И зачем вы цирк устраиваете? Заявление примите. Да, заявление хочу подать. Будете диктовать? Пойдемте в магазин, я вам подам заявление. Вы будете диктовать? Да, конечно. Я сейчас уезжаю. Пойдемте в магазин, я подам заявление. Вы будете диктовать, нет? Пойдем. Ты можешь нет ломать меня? Ты хочешь? Ломай меня полностью. В магазин, я подам заявление. Когда мне надо будет. Пойдемте в магазин, я вам подам заявление. Пойду, когда мне надо. Вам все равно придется зайти в магазин. Осмотр сделать. И покажу я вам место совершения преступления. Или вам не интересно? Я уже понял, где это место. Я место вам не показал конкретно, не надо врать. Понял. Мы будем писать? Нет? Да, подать заявление хочу, пойдемте.
Слушайте, нет, ну это вообще... Ну это- что ты убегаешь-то? Не ты, а вы. Так прими заявление, и будет тебе уважение. Не Заявление прими. ты, а вы. Почему со мной некорректно разговаривать? Как некорректно? Вот так вот. На ты нельзя общаться с сотрудниками полиции? Ну, вообще, я думаю, вообще ни с кем нельзя. Можно, как же. Давайте не будем на эту тему дискутировать. Ты будешь Почему? заявление писать? Да, заявление хочу подать на месте совершения преступления. А я хочу здесь. Хотеть ты будешь дома. Слушайте, я хочу. Пиццы. Там не Здесь хотите закон. писать? Я не хочу хотите там писать? подать заявление, еще раз говорю. Вы будете писать? Да. Заявление хочу подать. И пишите. Пойдемте. Куда? В магазин подам заявление. Вы не хотите там писать? Какой-то, блядь, замкнутый круг какой-то получается. Надо из него как-то выйти. Помогите товарищу майору найти просрочку в магазине. Как этот квест для детей, знаешь. Не, ну, когда-то из этого круга надо, эта веревочка, она должна куда-то вывести. Ты что цирк устраиваешь, я не могу понять. Петля времени. Как знаешь, как это... Как это... День сурка говорит, блядь, как говорит, не задам вопрос. Опять то же самое. Доставай свое это кончало, начинай игру сначала. Да сколько можно, говорит, блядь, это таило. Каждый день одно и то же, говорит. Ладно, тихо. Я прошу прощения. Так, все хорошо. Прими заявление и все. Да ты. Проходи. А может быть ты? А может быть ты, другалек? Нет, ты, нет, ты. Так. Я когда стекло в школе разбил, вот у меня так же вот стоял, вот когда меня портфель раскрутил, короче, стекло вынес. Вот то же самое в классе, наверное, в 5-м, я не помню в каком. Вот так же стоял, когда учителя пришли. Очень грустный, очень. Ну, удостоверение-то предъявите. Но вы уже убежали. Да я за майором бегаю, я не знаю, вы А еще одна игра. бегаете от меня все. Давайте, я вам диктую дальше. И убегает опять. Ну и что ты убегаешь-то, майор? Это у вас вот такие майоры в отделе? Мы разные службы. Я не имею права, знаете, комментировать эти события. Это понятно. Майор, ну что ты убегаешь? Заявление тебе хочу подать. Заявление прими. Все, принято. Нет, не принято, что ты обманываешь? Все принято. Заявление прими. Уже принято. Заявление есть, возможно преступление. Все принято. Майор, прими. Все принято. Сотрудник полиции, к вам обращаюсь, примите заявление, если майор не хочет. Уже принято у вас. Еще одно заявление хочу подать, значит. Ну подавайте. Ну, хочу подать. Да. Что ж ты убегаешь-то? Вот так. Пока майор отвлекает, Росгвардия убегает. Так удостоверение не предъявил. Но росгвардеец мне, собственно, не интересен, как бы. Цель нашего визита — наказать магазин и показать, какие грамотные сотрудники полиции в Люберцах, которые убегают от заявителя. Держите. Устное заявление хочу подать. Либо то продолжить. Что ты все бегаешь-то, майор? Не ты, а вы. Ты бегаешь зачем, майор? Не ты, а вы. Бегаешь зачем? Юмориш! Ржака! Разрывной просто. Зачем, майор? Куда я бегаю? Да не знаю, от меня бегаешь в машину. Не знаю, по улице. В магазин пойдем или нет? Нет. А что? Обиделся. А там место. Не хочешь на месте Вы принимать будете заявление? писать? Нет. Я на месте. Место совершения преступления Еще раз там. повторяю, будете писать заявление? Да, подать хочу. Опять день сурка. Опять, короче, слышь, по кругу начинают. Они так до магазина никогда не дойдут. Артем, ну ты-то что тоже? Ну ты только заманил его туда. Опять начинается это, уговоры. Что, не писать буду, а подать хочу, Подавайте, продиктую. Подавайте. Пойдем в магазин, продиктую. Вы будете писать? Да, хочу подать на месте Подавайте. преступления Мы на заявление. месте находимся. Пойдем на место преступления Вы заявление. будете подавать, нет? Да, буду. Ну давайте. На месте Мы на преступления. месте. Не здесь место преступления. месте. Здесь никто не продавал товар. Здесь он не реализовывается. Заявление мы можем здесь написать. А ты потом осмотр туда пойдешь делать? Я разберусь, куда мне идти. Да ты не разберешься, видимо, раз тебе указывать все надо. Разберусь. И по закону разъяснять. Разберусь. В магазине будешь принимать заявление или нет? Нет. Нет, не будешь? А что ты? По закону служишь ты или по понятиям живешь? Ну и что, ты убегать будешь? Обиделся. По понятиям живешь? Ну и что, ты убегать будешь? Обиделся.
У меня, видите, даже камера помутнела. Мне надо было в этот момент куда-нибудь сразу это. Так, все хорошо. Позор. Просто позор. Это майор. Пристегнись хоть, майор. Пристегнись. Не стыдно? О законах говоришь, сам нарушаешь. Чё? Давайте. Так пойдемте. Я же говорю, пойдемте. Куда идти? На место преступления, майор. Подать заявление хочу. Вон место преступления, не здесь. Не надо сейчас цирк устраивать. Мы сейчас напишем, дальше будем разбираться. Ну пойдем, напишем. Куда? В магазин, куда? В Стамбуле. И еще вернемся. Почему? Значит, еще заявление подать. Мы здесь можем подать. Я там хочу подать, на месте. Гражданин не может подать на месте совершения преступления заявление? Ну, там давали. И еще хочу подать. Что хотите? Да, еще прими. Понимаю. Пойдем. Куда? В магазин, куда? Я тебе тоже сказал. Ты сломанный телефон будешь играть? или- Да ёб твою мать, говорит, что ж происходит, а? Куда? В бесконечность, ёпта. Сломался. Мы же там были. Сбой системы. Ты примешь заявление или убегать будешь? Так он не пишет. Последний раз. Мне одолжение делать не надо. Все, говорит, последний раз иду. Вот еще раз, говорит, обижусь, и все, и больше не приду. Пойдем, примешь заявление и поедешь спокойно. Третий раз возвращаемся к вам. Все, майора поймать не можем. Нашли? Да мы его не теряли, поймать, говорю, не можем. Убегает вот так. Ну, Артем, ну... 2.10.21, 26 магазин Ярч по Камелота, по адресу улица Инициативный, дом 13, я приобрел просроченный товар, а именно перо с пеленок, Я, кстати, вот этот тот йогурт тогда просто поел и обосрался весь, так что не пробуйте. масло 80 грамм, количество 2 штук. Данный товар предназначен для детей с 4 лет. С 4 месяцев. 4 месяцев. И годен до 30.09.21. Считаю, что данный товар опасен для жизни и здоровья граждан, в том числе для детей до 6 лет. Также в 21.10 я приобрел шарик лебятого массой 200 грамм. Срок годности до 30.09.21. Вы скажите, вы закупленный просроченный товар возврат сделаете или нет? Это не ко мне вопрос, я не со мной общался. А где второй сотрудник? Где на прилавке не стояли. Ну пойдемте, я вам покажу. И до сих пор происходит реализация просроченного товара. Отсюда было взято. И вот конкретно я уверен, что сейчас мы еще здесь увидим. Ну вот прям первую берем, поворачиваем. Она просрочена. Я дальше не смотрел. Елена, а вы нам нужны на кассе. Что это? Возврат надо сделать, закупленный просроченный товар. Что без меня опять не так? Нет, что вы все свалились на мою голову? Наташа! Возврат на первой! Господи! Курить не дают. Больше двух говорят слух. Какой возьмет никого? Вот. Закупленный просроченный товар. Какой? Вот, который у полицейского лежит на данный момент. Вы же мне продавали его. Я тебе продавала хлопья. Можем по чеку посмотреть, кто мне продал детское питание. Я думаю, там указан кассир. И вот это ты мне продала. Зачем же ты просроченный товар? Видишь, что просроченно продаешь. Если бы я видела, я бы тебе, конечно, не продала. Который ты рвала-то. Нет, честно, я потом только увидела наклейку. Да, там еще убрать надо. Нет, я потом увидела, когда уже порванный, там наклейка была. Честно. А продала зачем потом тогда? Ну, если ты увидела, что просрочено, зачем? Потому что, блин. Ох, до булочков дойдем. Да, еще до выпечки не добрались. Не надо. Идите. Мне уже пофиг. Не фиолет. Нам надо утилизировать. Утилизировать? Почему? Так я поэтому... Так я говорю, пойдемте, я вам покажу. Сроки. Она сегодня 6 Так может вы меня переубедите? Я, говорит, просто уже преисполнился этой жизни, и мне вообще просто... Пойдемте, подойдем вместе с вами к выпечке сейчас. Сейчас возврат сделаем, да. Я объясню наглядно. Не надо мне ничего объяснять. Что с выпечкой не так? Я Ну не как? совсем тупая, не совсем слепая, ладно? Не надо, дядя. Если надо. Ну а что с ней не так тогда? Я не знаю, что тебе не понравилось. Не надо. Они жесткие тебе не понравилось. Нет. А что? Мне все по закону только не нравится. Что тебе закон не нравится? Неупакованный раз. Маркировки вместе. Сразу, они тут курсы горячие выставляются. Как? По новым санпинам 21 года обязаны упаковывать. И второй момент. Нет информации на товар в месте нахождения товара. На месте нахождения товара? Да. Маркировки нет в месте нахождения товара. Там целые полки, уже закрытие. Да, упаковывать каждый маркировать, как в других магазинах. Как закон требует этого. А что ты на нас-то? Вы напишите это, блин, на сайте. Так вот, я в Роспотребнадзор сейчас подам заявление, Каком? они уже приедут к вашему руководству, да. Ну вот они перейдут к вашему руководству, когда приедут с проверкой. Так, все. За это мы денежные средства вернули. Блин, как школьников подрючиваете, а? Работа у нас такая. Какая у тебя работа? Служба. Свои службы. Вот, Ещё показал. правильнее. Так, все. И второй чек. Пойдемте, я вам по выпечке покажу. Пошли. Пойдемте. Сегодня нравится тебе. Раз, не упаковано. Два, маркировку, где я могу на нее посмотреть. Я откуда знаю? Ну, коробки.
Она должна быть здесь. Когда выпечены они? Как я могу узнать? Ну мне-то ты чего говоришь, я на кассе стою. Да кому мне спросить-то? Ну, поднимайте сами. Кто-то Это не я. вон, книга жалоб. А сколько они годны? Сколько они могут так лежать? 24 часа. А вот сейчас уже 54 пожилых часа. Утром приходит продавец и все снимает. Пока гвозди, блядь, не будешь забивать. Списала. Сосиска в тесте меньше хранится в тепле. После 10 часов у нас есть 20% скидка на товар. да, вот Но это, кстати, важно. Я полностью солидарен. Это очень важно. сверху. Написано. Но это не влияет на свежесть товара. То есть они 16 максимум часов, по-моему, реализуются. Не 24, а 16. Сосиска в тесте теплая. Вот нет пекаря, я тебе журнал показываю. Поэтому мы сейчас все это снимаем, поскольку это некачественный товар по закону сейчас. Почему? Потому Не что... упакованный. Тем более. И при нас ребята берут и голыми руками берут. Убрать надо. Сами уберете. Но она придет в 6 часов утра. и Сейчас надо, чтобы никто не отравился. Товар сейчас реализуется. Хорошо, я убираю товар. Убирайте. Аккуратно, товар некачественный. Сотрудник магазина убирает уже товар, а человек берет. Нормально. Покажи мне документы, пожалуйста. Какой? Ну ты же работаешь где-то, у тебя же должен быть документ. Документа у меня не должно быть с собой. Санпин должен быть у вас. Это может Как у Вообще, говорит, просто. магазина. ты сказать, я герой такой. Да, можно все что угодно сказать. Вы же меня не обязаны слушать. Я не обязана, слушай, а куда мне бежать в этот магазин, когда смена еще не закончится? Я бы давно уже думала, не бежала. Если бы не было просрочки, нас бы здесь вообще не было. И где-то, говорит, голос убегающего человека из магазина. Добби свободен. Причем здесь Добби? Не обращайте внимания. Да как, вот я купил Какого-то человека. детское питание, 3 пачки. Хорошо, да, бывает. В детском питании, да. Вот. Это самое опасное. Не было бы детского питания, да мы бы ушли бы вообще бы. Да. Ладно, мы Я не взрослые, мы в знаю туалет вообще. сходим и все, а ребенок может действительно Я серьезно просто фильм смотрел про Добби и все. отравиться. Успокоился? А это все остальное нет, пока не успокоился. Где? Вот. Никакой информации нет. Ну как вот я, обычный покупатель, должен узнать, когда они изготовлены? Какой у них срок? Я вот, может, съесть их хочу завтра, а может завтра они уже просрочатся. И я даже это узнать никак не могу. А хочу. Теперь красота. Прилавки пусты. Надеюсь, будете справляться. Детское-то убрали хоть? Что там будет? Детское питание просрочено, не поверите. Баночка. Холодно. Тепло. Во, горячо уже. Хотя бы то, что мы обнаружили, убрали. Ознакомите. Является магазин, объектом осмотра является магазин Ярче, расположен по адресу слонных шариков, объем 200 грамм. Вы как, товар изымать будете? Изъят уже. А вы указали где-то, что он изъят? Сейчас, подождите, я еще не дошел. 2 кассовых чека. Ярче. Упаковка от шоколадных шариков 200 грамм. 2 банки пюре детского питания, да. Все. Отлично. Майор вовремя образумился. Все-таки принял заявление. Товар изъял. Да никто не Надеюсь, материалы дела попадут в Роспотребнадзор. обязательно. Как не отказывался? Ты сначала хотел меня задержать, доставить. Росгвардейцам говорил. Они хоть понимают, что не надо лезть в бутылку и не применяют силу. Просил не мешать. М? Просил не мешать здесь. Как тебе мешал я? Ты зашел и сразу, его доставьте, я не буду в этом цирке участвовать. Убегал несколько раз в служебный автомобиль от нас. Вчера, говорит, в казино поехали. Бабусиков подняли. По дворам, говорит, едем, вот этот вот. Ты, говорит, своими вот этими вот фарками, лопатами выезжает. Серьезно? Я не верил, нет. Да, он пойдет с нами. Служить и защищать, а не издеваться над гражданами. Издевается над вами. Ну, мое субъективное мнение, что ты надо мной издевался тем самым. Я думаю, твое руководство даст оценку твоим действиям. А мои любимые комментаторы дадут оценку твоим действиям в комментариях. Верно, друзья? Всего доброго, не травите граждан. До свидания. Если бы, да, ты нормально подошел и показал без этих всех понтов. Если бы, да, не было просрочки на полках, то не было бы и меня. Если б не было тебя, зачем тогда ничего-то там? И ничего бы не надо было подсказывать, подходить. Все, счастливо, майор. Не бегай больше от граждан. Ой, Росгвардия. И Росгвардия уезжает. Ждали меня, видимо. Все как тараканы. Может, все-таки хотели меня забрать, не знаю. Ну что, друзья, вот и закончился наш рейд в магазин Ярче. В принципе, вы все видели сами. Неадекватные сотрудники магазина, по моему мнению, которые впоследствии более-менее переобулись, ну и стали вести себя хоть немного адекватно, а поначалу видели, как она меня этими шариками.
Тёмыч, кстати, мы не так давно у нас был совместный стрим с Тёмой, с братиками 94. Тёма очень адекватный человек, очень добрый, адекватный в реале и человек, который, ну, если к нему нормально люди говорят, дальше не вопрос, уберем, как вот было в пятерочке, там извинились, администрация вышла, говорит, мы просто не досмотрели. Еще раз повторюсь, ребята, всех, с кем, ну, кто к нему адекватный, и говорят то, что да, действительно нужно убрать, извините, все мы сейчас уберем. Вопросов никогда не возникает. Так что респект Артему за его нелегкий труд. Ну и удачи в его карьере. Тёмыч,